Привет, друзья! А мы с вами с острова Фукуок. И сегодня мы сняли байк на сутки. Поедем, исследуем остров. Хотя бы составим предварительные маршруты. Байк вот такой. Стоимость байка 100 тысяч дон. Обычно сдают 150-200. Но нам... Вот мы сняли у хозяйки за 100 тысяч. Вчера его проверил. Вроде нормально ездит. Предварительно. Ну, не знаю. Что он, посмотрим, что сегодня он покажет. Если мы целый день на нем покатаемся. Если все нормально, то мы будем его брать периодически. Это, кстати, очень удобно, правда? Да. Ремонтировал свою индийскую эту штучку для телефона. Кстати, советуем. Тоже, если передвигаетесь на байке. Ну и все. И двигаемся мы на заправку. Поехали, заправимся и в путь. Приехали мы на заправку, вот так выглядит заправка. Бензин стоит 24 640, это где-то примерно плюс-минус $1, там с небольшим. Заправили мы 3 литра. Вот видите, что происходит заправка. Даже в канистры заправляют, бутылки. Ну что, двигаемся. И двигаемся мы с вами сейчас, проедем, посмотрим, где находится канатная дорога, наверное. Ну, не наверное, а точно. Так что двигаемся в путь, вперед. Не доезжая к канатной дороге где-то около километра, с правой стороны стоит вот такой вот ларочек. И можно приобрести билет на канатную дорогу. Вот смотрите, какие цены. Выше 1,40 м это 650 тысяч донг. Ниже 1,40 м 500 тысяч донг. Есть еще билет со шведским столом 900 тысяч донг. И меньше 1,40 м 650 тысяч донг. Так что вот такие вот цены на канатную дорогу. Ну, сейчас мы пробьем путь, как туда подъехать. И вам это покажем. Недалеко от канатной дороги. Вот есть вот такой вот пляж и мост. Вот такой мост. Мост называют влюбленных. Стоимость на который составляет 50 тысяч донг. Вот как он выглядит с высоты. Двигаемся дальше. Тоже видите, такой вот микрорайончик в стиле итальянские дома. Так вот построен. Слева от меня вон лодочки припаркованы. Красиво сделан, конечно. На севере Венеция, а на юге получается вот такая вот Италия. Старинные улочки Италии напоминают чем-то. Друзья, мы сейчас с вами катаемся по итальянским улочкам, которые находятся недалеко вот от канатной дороги на юге острова Фукуок. Смотрите, как они классно сделали в стиле старинного итальянского города. А справа проходит шоу знаменитое Кис-Кис. Здесь есть парковка байков. И проходим канатной дороги. Мы посмотрим. Пойдем, может, сразу на канатную пройдем. Поднимаемся по эскалатору. Разукрашены так вот стены. Стиль такой древний Рим. Сам вход на канатную дорогу выглядит вот так. Он сделан в форме
Римского Колизея. А вот так отправляются кабинки на другой остров, где находится аквапарк. На самой длинной канатной дороге в мире. И посмотрите, ребята, сколько лодочек припарковано. Вообще огромное количество. Для автомобильных энтузиастов, ищущих способ выразить свою индивидуальность и придать своей машине особое очарование, мы рады представить нашу уникальную подвеску на зеркало заднего вида, которая прекрасно дополнит любую машину и подчеркнет стиль и индивидуальность ее владельца. Будьте оригинальны вместе с нашей подвеской собственного производства. Здесь можно то же самое автоматически приобрести билеты. Видите, платежные системы какие принимаются. Union Pay тоже есть. А ты фотографировал вот это? Нет. И время работы канатной дороги получается 9 часов с 9 и до 5. 11:30, 13:30 это сиеста у них. Стоимость составляет... А сколько мы видели на улице? Дороже? Нет, так, Какая же цена? Я просто уже не помню. Это непосредственно билеты, которые находятся непосредственно на канатной дороге. Ну, мы как не планировали сегодня ехать, получается. Так что мы просто это вам покажем. Да, вот есть карта, я так понимаю, это карта. Вот такая пропускная система, показывают билеты. У кого на телефоне можно по QR-коду пройти, если покупали. И дальше вот такие вот кабинки. Так, а это карта непосредственно самого, я так понимаю, аквапарка, куда направляется канатная дорога. Большой. Я так понимаю, что тоже нужно забивать целый день. Даже есть собственный пляж. Короче, мы будем планировать на него целый день. Ну, целый день, ну, тоже там в 4 часа уже надо оттуда выходить. Ну да, да. Это с утра поехать, 9, когда доберешься, и в 4 надо уходить. Есть еще один нюанс. Здесь мы еще пока выясняем. Шоу Кис-Кис. Если билеты можно приобрести, но то мы уточним, у туроператора, то там дополнительно входит еще билеты на шоу Кис-Кис. Но это мы все уточним и вам это все расскажем. Про билеты на шоу «Дитя моря», оказывается, оно правильно называется, «Дитя моря». Они проходят, сказали, каждый день, и стоимость 1 миллион дон. Но есть у нас такая информация, что можно взять у туроператора, и там они будут входить, шоу будет входить уже в стоимость билетов в канатной дороге. Мы это более точно уточним и потом это все вам расскажем. Ну все, что надо, мы здесь выяснили, и мы выходим на выход. Спустились вниз и посмотрите, реально канатная дорога выглядит как Колизей. Классно сделали, очень красиво. Вот она пошла. А с левой стороны по пешеходу, по такому вот переходу можно сразу попасть на шоу «Дитя моря». Оно вот располагается за этим зданием, это вход получается. Здесь же вот и кассы тоже есть. Ну, билеты можно также и у канатной дороги, и здесь приобрести. И как я уже выше озвучивал, стоимость 1 миллион в 9 часов начала. Но мы еще уточним, где можно побюджетнее купить это билеты, чтобы входила канатная дорога и шоу вместе. Ну а мы направляемся к своему байку и двигаемся дальше. Так, друзья, приехали мы, обкатали байк. Что могу сказать по байку? Да, 100 тысяч дон, он дешевый, все работает, все классно, но он на горячую не заводится. Получается, если ты останавливаешься, то надо 10 минут покурить, чтобы его завести. Не знаю, в чем там эта причина. Ну, не знаю, мы сказали это хозяевам, если что, просто-напросто они сказали, можно поменять типа машину, посмотрим, может попробуем еще какой-нибудь. Ну, зато съездили, посмотрели канатная дорога, как она работает, во сколько начинает работать, чтобы можно было с вами съездить, отправиться, показать, что же творится там уже на юге.
Так что все, ребята. Будем заканчивать свое видео. Все, пока-пока. От вас лайк, колокольчик и подписка. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить наше следующее видео интересное о острове Фукуока.